Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Я делаю проект Immigrant Today более чем 3,5 года и заметил, что люди, которые хотят переехать в Канаду, ищут такую иммиграционную программу, чтобы там были минимальные требования по английскому языку, чтобы не нужно было показывать большое количество денег, чтобы это было практически бесплатно. Также, чтобы иммиграция была возможна практически в любом возрасте. И четвертый пункт еще, чтобы не нужно было оформлять разрешение на работу. Я нашел такую программу, она почему-то малоизвестная, малопопулярная. Но перед тем, как я продолжу, ребята, подпишитесь на мой YouTube канал, если не сделали этого ранее. И также подпишитесь на мой Instagram. Каждый день я пишу что-то интересное, полезное из жизни в Канаде. Ссылочка в описании. Я знаю, что миграционные консультанты не очень любят советовать этот вариант, потому что он достаточно сложный, там нужно собирать большое количество документов. Документы подаются до сих пор в бумажном виде, а не онлайн через сайт. В этой программе тоже нужно считать баллы, как и в основной федеральной программе Federal Skilled Worker. Но нужно набрать всего лишь 35 баллов из 100, а они набираются вот так элементарно. Посудите сами. Смотрите, не нужно никакое высшее образование. Достаточно просто школьного образования, за которое дают 5 баллов. То есть 5 баллов из 35 у вас уже есть. Дальше. Требуется минимальный опыт работы по специальности 2 года. Можно 5, но давайте 2 года. Если у вас будет меньше, то вы не проходите сразу по условиям программы. Вы набираете еще 20 баллов. У вас есть уже 25 из 35 баллов. Максимальное количество баллов за возраст, а это 10 баллов, можно получить в диапазоне от 21 года до 49. То есть неважно, сколько вам лет. 30, 40, 45, вы набираете 10 баллов, а получается уже 35 баллов. Класс, да? Если вы знаете английский, за это тоже можно получить дополнительные баллы, но они уже, как вы видите, вообще уже не критичны. Вы меня сейчас можете спросить: Алекс, почему ты такой козел, до сих пор не рассказал про такую замечательную программу? Дело в том, что там есть такой маленький нюанс, который 95% моей аудитории отфильтровывает. Эта программа, она для самозанятых людей, то есть для тех, кто работает сам на себя. Не только сам на себя, она для творческих людей. Например, для музыкантов, спортсменов, художников, писателей, журналистов. Ну, то есть там куча всяких разных профессий, которые связаны с творчеством. И программисты, к сожалению, не проходят. Для подачи заявки на иммиграцию по этой программе для самозанятых людей вы должны работать по такой творческой специальности минимум 2 года. Вы должны набрать 35 баллов из 100, и вы должны написать бизнес-план, убедить иммиграционного офицера, что дальше, после того, как он одобрит вашу заявку, вы продолжите работать сами на себя, ну, как вариант, и вы не сядете на шею канадского правительства. В этой программе нет требований по деньгам, но все в пределах разумного. Вы должны убедить иммиграционного офицера, что у вас есть какие-то деньги на первое время, и что дальше вы сможете находить клиентов и зарабатывать. Срок рассмотрения документов в среднем сейчас составляет 23 месяца. Вот буквально утром сегодня смотрел. Но вам не надо ничего менять в своей жизни после подачи документов. Вы просто продолжаете работать у себя в стране и ждете, когда рассмотрят вашу заявку. Я знаю человека, который эмигрировал как раз по такой программе. Он подавал документы как режиссер, и у нее заявка была рассмотрена гораздо быстрее. Если у вас творческая профессия, но вы работаете на кого-то, возможно, что-то стоит поменять для того, чтобы стать как раз самозанятым. Вот, к примеру, вы преподаете музыку, вы работаете в музыкальной школе или в обычной даже школе и учите играть детей на скрипке или на пианино играть. Вы же можете попробовать давать частные уроки. Если это дело пойдет, то это будет для вас заработок в вашей стране, и также через 2 года, когда вы наберете нужный опыт, вы сможете подать документы на иммиграцию. 2 года будут рассматриваться документы, и суммарно вы попадете в Канаду, если ничего не поменяется, через 4 года. С одной стороны, это такой длительный срок, а с другой, наша иммиграция длилась более 5 лет, это даже быстрее. И повторюсь, вы продолжаете жить и работать в вашей стране, вам не надо ничего менять. Если вы вообще далеки от творчества, в принципе, тоже можно освоить творческую профессию, например, фотографа. Она в списке профессий для этой программы для самозанятых творческих людей. И вообще навыки фотографирования не пригодятся в жизни. Обучаетесь на фотографа, ждете 2 года, пока наберете опыт, 2 года ждете, пока рассмотрятся документы, и все, вы в Канаде. Ребята, спортсмены, личные тренеры, художники, редактора, журналисты, переводчики, в общем, все творческие специальности, эта программа специально для вас.
воспользуйтесь ею и окажитесь в Канаде, вы не пожалеете. Ребята, напишите в комментариях, кем вы работаете, и творческая у вас специальность или нет, и как вам вообще та программа, о которой я рассказал. На этом с вами буду прощаться. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте, конечно, лайк, колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых роликов. И надеюсь, что до встречи в Канаде.